Слав, привет! Как там жизнь у тебя? Жив-здоров вашими молитвами. Нужно сделать заказ для наших замечательных подписчиков. Сможешь? Ну, не вопрос. Уже буду скоро на работе. Жду. Слава, привет! Здорово, здорово. Прошел год, показывали, не выпускали видео. И вот очень многие зрители, которым нравился этот проект, спрашивают, как ты там поживаешь, что ты там делаешь, чем занимаешься. И вот я предлагаю в этом видео взять у тебя интервью год спустя, проект X, что будет и так далее. Но чтобы не все так было просто, мы дадим Славе задание сделать, например, браслет Император. Ну, это по сложности, это достаточно серьезная уже вещь, которую можно сделать. И этот браслет мы разыграем среди вас, наши дорогие подписчики. Мы сделаем все полностью готово, длинный, там, скажем, там, давай 22-23 сантиметра. Давай сделаем полотно, а кто выиграет, уже тогда напаяем концевик и замочек. Да, и вот так вот мы сделаем, так мы поступим. Итак, я тебе даю серебро, делаешь изделие, ну и по ходу я тебе буду задавать вопросы, те, которые прислали ребята, которые за тобой наблюдают, твои, подписчики, друзья, знакомые знакомых. В общем, они написали целый список вопросов, интересных, смешных. Я думаю, что сейчас ты на все ответишь. Ответим. Погнали. И, в общем, самый распространенный вопрос и самый такой юморной вопрос, который, собственно говоря, настроилась вся шутка и линия проекта X, это спрашивают: Слава, у тебя, ну что там, тебе паспорта вернули? И наши подписчики говорят, что если я тебя запугиваю, то ты, короче, моргни на этот самый там... И паспорт отдали, еще загранпаспорт дали. Да. Вот, но это на самом деле шутка была, вообще как бы людей очень интересуют вопросы дальнейшие. Вот закончился проект X, и что ты делал дальше, куда ты дальше пошел, что ты вообще как бы предпринимал, поиски новой работы и так далее. Расскажи вот этот момент, пожалуйста. После проекта как закончился, мы с Олегом сели, поговорили, и он предложил остаться у него в мастерской, дальше работать и учиться, набираться опыта. Вот, все, наверное, по этому вопросу. Следующий вопрос, который интересует людей, это по поводу твоего инстаграма. У тебя какие-то были посты, а сейчас ты перестал вести инстаграм. Почему так вот и что случилось, почему ты не развиваешься медийно? Да особо ничего не случилось, просто все хочешь иногда сфотографировать, давай, опа, сделал, все, заказ отдал, потом уже очухался, не сфотографировал, не выложил, ничего не написал. Потому что все вот так вот сейчас быстро надо работать, деньги зарабатывать, семью кормить. Я хотел бы добавить один момент. Не каждый может человек выступать медийно, выступать и говорить что-то. И Славу пришлось немного поуговаривать для того, чтобы он снялся вот сейчас в этом проекте и рассказал вам, что произошло с ним год спустя. Просто есть люди, которые очень круто умеют делать и продавать, они не умеют. Причем они даже стесняются больше того продавать свои изделия, хотя они очень крутые. И Слава из тех людей, как раз вот его скромность, она и подводит, и не дает возможности дальше развивать свой инстаграм. Сколько раз я ему уже по этому поводу говорил, но, к сожалению, вот то, что есть, то есть. Поэтому частично Славы работы вы увидеть можете в Margun Silver, вот здесь может появиться инстаграм Margun Gold, потому что Слава уже работает с золотом. Кстати, один из вопросов будет: ты давно работаешь с золотом? Ты мне всегда давал золото немного, там раз один заказик у меня проскакивал, но сейчас вот уже, наверное, месяца 2-3, наверное, я уже работаю. Но все равно, то серебро, то золото попеременно, скажем так. И вопрос, который такой из интересных: какой самый большой золотой заказ ты делал? Вспомнишь?
Золотой заказ, ну, якорь, по-моему. Да, 2 якоря делал по 100 грамм. Это самый большой заказ. А Бисмарк, по-моему, тоже 100 грамм ты делал. Не, Бисмарк у меня был 80 А, с чем-то, вот, да. Ну вот, значит, вот 100-граммовые якоря, замочками коробочек, Да. замочками Коробочки. коробочками, да, вот он делал. В Видите, уже... серебре самый большой заказ ты мне давал 230 грамм якорь. А, все, да, было Это дело. в серебре. Пилил целый день его. Ну, а как вы хотели? Да. Все так С и бывает. передышками, с передышками. Ладно, Слав, не отвлекаю, давай продолжай катать. Сейчас еще порою интересных найду интересные вопросы и задам. Вопрос задает наш друг нашей мастерской, который постоянно передает всякие ништяки, крабов, икру и так далее. Костян, привет. Кстати, с рождением тебя ребенка. Задает вопрос тебе. Слава, с чего начинается рабочий день в мастерской у Олега? Чай, кофе или сразу, не успев переодеться, плавим металл и делаем цепи? Не, прихожу на полчасика раньше, и чаек или кофе, бутербродики, завтрак. У тебя жизнь лафа, жизнь лафа. Мы, Кость, над этим вопросом поработаем. Спасибо, что задал такой острый вопрос. Все теперь. И каждый зашел в мастерскую, сразу работаем. Вопрос от другого подписчика. Сколько за год набрал килограмм? За год, вот. Поправился. Да, на весы встаю, как было 87, так и есть. Это, скорее всего, просто у нас оператор разучился снимать. Он был тогда такой худенький и высокий, а сейчас он у вас в камере кажется низкий и такой плотненький. Наверное, так? 100%. Как часто продаются Славины работы? Ну, это, наверное, вопрос ко мне. Ну да. Ну, сколько, 1 или 2 раза было такое, что возвращали по браку твои работы. Вначале, когда ты браслеты, помнишь, делал? Да. Потом ты доделывал, вот, и потом их продавали. Вот, то есть было пару раз такое, что возвращали по браку, вот, а так, что вообще 100%, то есть вот все, что он сделал, все было продано. Там про инструмент спрашивают, обзаводишься ли ты инструментом? Ну так, напильнички. Напильничка вот свой есть 2. 2 напильничка. Ну, это уже так, практически ювелир, там все. Ну, там про бюджет спрашивают, я уже про бюджет напильнички не спрашиваю тогда. Какое плетение нравится тебе делать больше всего? Вот хороший вопрос. Да, лисий хвост. Лисий хвост. Да. А Бисмарк? Ну, Бисмарк это само собой. Это Бисмарк денежное плетение, а лисий хвост для души. Так, ладно, Слав, давай продолжай. Наши подписчики должны получить офигенный браслет. Давай, делай.
Всем привет еще раз. Вот закончил браслет, который будет участвовать в розыгрыше. Ну и прошел год, так сказать, моей жизни в ювелирном деле. Я считаю, за год я, конечно, многому чему научился, начиная с простых изделий, кончая вот уже император делаю, и неплохо получается. Работаю с золотом. Ну, все-таки иногда, не постоянно, но работаю. По финансовым вопросам это все зависит от человека, как он работает. Если есть у него интерес, значит он будет зарабатывать и получаться все у него будет. Что еще сказать? Ну, год пролетел на самом деле очень быстро, неимоверно. Особенно, когда тебе нравится твоя работа, ты не то что приходишь на работу просиживать штаны, а приходишь и с удовольствием работаешь. Кто хочет начать заниматься ювелирным делом, ну, тут самое главное, чтобы вам это нравилось, вы это любили, усидчивость, терпение. Да, что-то не будет получаться. Я не говорю, что у меня все получалось. И переплавлял не один раз, и делал ошибки, и исправлял, что такие ошибки делал, которые нельзя исправить, приходилось все заново плавить, катать, опять. Это, да, тяжело, обидно, но это все опыт. Прошел год с момента, как закончился проект X, и Слава, как мастер, вырос с ученика, с такого неумелого, который постоянно что-то боялся, постоянно в чем-то сомневался, уже такого мастера, который уже самостоятельно делать может нормальные, красивые украшения и, самое главное, качественно. Как мастер, ну, не знаю, мне еще на самом деле очень многому надо чему учиться. Плетение, конечно, там я освоил, лисий хвост, мне нравится, мое любимое плетение, лисий хвост, там круг, без разницы, квадрат, мне нравится его плести, там бисмарк, якори, это, ну, получается, делаю все. Что еще сказать, даже не знаю, что еще сказать вам. Кто хочет, тот будет заниматься. Самое главное поставить цель и двигаться к ней вперед. И не отступать. Потому что преграды будут по-любому. Надо брать себя в руки и переделать. Также научился делать замки коробочка. Там овальный, квадратный. Ну, правда, не с первого раза иногда получается, но ничего страшного. Мы это все исправим, все сделаем. Ну а так... Пишите вопросы, задавайте. Кому интересно, пишите в личку, всегда отвечу. А вам, как начинающим ювелирам, те, кто собирается овладеть этой профессией, хотелось бы пожелать терпения и понимать, что у нас у каждого разные способности. Кто-то с полуслова схватывает и быстренько реализует, кто-то дольше к этому приходит. Но если вы искренне хотите стать ювелиром, не опускайте руки и идите к своей цели. Какая судьба ожидает этот браслет? Мы объявляем конкурс, да, Вячеслав? Разыграем среди наших замечательных подписчиков, твоих фанатов, вот этот браслет. Браслет плетением император. Длиной на данный момент 23 сантиметра. Его, вот видите, вот эта штучка, она как бы снимается. Потом мы укоротим, ну или сделаем нужной длины, и будет у нас вот такой вот браслет. А если кому нужен будет 23 размер, соответственно, мы оставим 23 размер и отправим победителю. Что нужно делать для того, чтобы участвовать в конкурсе? Подписанным быть на YouTube канал и на мой Instagram. В понедельник, 7 декабря, выйдет пост в Инстаграме о том, что объявляется конкурс. Под этим постом нужно поставить любой комментарий, неважно, плюсик, там, смайлик или там что-нибудь написать от души, там, пожелание, например, Славе. И в среду мы в 18:00 подведем итоги этого конкурса и разыграем путем случайных чисел. Там есть специальная программа, которая будет проверять подписки на YouTube канал, подписки в Инстаграме. Ну, в общем, вот как-то так. Всем желаю удачи, до новых встреч. Слав, скажи что-нибудь. Всех с наступающим Новым годом! Сейчас не успеем оглянуться, как новогодние праздники. Да, всех с наступающим Новым годом. Следующий год был намного лучше, чем этот. Этот тяжелый год был.
С вами Маргун Ювелир и Слава Пипа.